Я Рэй, и решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения тебе, мой зритель. Перед вами игра Astronauts, ранний билд 12.07. Уже игра в разработке, уже оказывается 3 года, но тем не менее она достаточно достойна. Я немножечко погонял еще на версии 0.11, и это было захватывающе, интересно. Значит, по смеси похоже она немножечко, знаете, вот если смешать Space Station 13, только синглплеер, немножечко добавить туда Station Earth и все это поместить в несколько усугубленный мир, так называемое пространство, Expanse сериал, вот, где Земля в упадке, совершенно никто никуда, ни в какие дальние космические дебри, а именно в другие вселенные там и протомолекула не появилась еще. Вот. И наше бытие, в основном, пока что на данной версии игры, находится в том, что мы на станции Кейлек, нигерианской станции по разборке кораблей, занимаемся, собственно, утилизацией на кладбище кораблей. Что еще? Ну, вот как видите, моды, которые я, как модер, уже начал. Это не мой мод, это мод Крусо Ямсенга. Вот, я его немножечко привожу в порядок, вот, чтобы внедрить это все дело в общую систему мода, на морды и прочее. Вот такая вот табличка тут появилась, но пока прикидываюсь. Борода, да, вот у меня тут висит. Вот. Ну, пока я сделал только свое лицо, чтобы можно было выбрать свое лицо, и все, пока. Непосредственно из модов, что будет у меня стоять, давайте зайдем, покажу вам, что у меня из модов стоит. Стоит мод Free Trades мод, потому что, ну, то, что нам предлагает игра, вы сейчас увидите в самом начале, это совсем не то, во что я хотел играть. И поэтому вот этот мод очень сильно поможет. Ну, мне хочется играть в удовольствие, играть максимально приближенным к себе персонажем, а не персонажем, которого мне даст игра. Вот, ну что ж, хватит распотякивать, давайте начнем. Есть очень много деталей в астронавтах, и каждое решение что-то значит. Но время в ваших руках. Вы можете всегда нажать на паузу или замедлить время, чтобы передохнуть, где бы вы ни были. Так, ну что ж, приступим к генерации персонажа. Во-первых, это он. Да, одна из причин, почему занимаюсь модом, потому что вот этот вот бардак при выборе прям поражает. Разнобой прически все идут, и когда какая будет, непонятно. Специально ввел такие губы пустые, они нужны только лишь на подборе персонажа. Раньше просто персонаж был постоянно немножко приоткрытым, и это работало. Сейчас непонятно. Но персонаж таки не сгенерируется. В принципе, по-моему... Разве что, вот, все. Вот теперь все, готово. Теперь персонаж может у меня, а я похож на персонажа. Единственное, что, давайте мы здесь сразу пропишем. Рейкинсон. Ну, это так, наиболее приближенное, что ли, ко мне перевод фамилии, да? Риндао. Первое интерсистемное приложение для знакомств. Понятно. Ну, биологический отец Эрик Кингслей, Хатчинсон, разломчик с Марса, орбитальной станции Ханчжоу, разборщик кораблей. И мать Бикер, пират того же самого места, с Марса. Ну, короче, родом мы с марсианской верхней станции. Не будем все это читать, потому что оно нас будет касаться очень посредственно в данном случае, потому что, опять же, есть мод. И давайте сейчас сразу в моде накручу, так как я хочу. Давайте знакомиться с персонажем. Вот это вот, потому что, да, так сложилась жизнь.
что и в кружках и занимался этим всем храбрый, координированный, особенно понятно стало, что координированный, да. Зрение мне подлечили 18 лет как раз таки. Да, забочусь о том, что делаю. Ну, кстати говоря, есть еще одна, да, проблемная деталь, которую не указал. То, что я иногда перегружаюсь деталями. Перфекционизм – плохое дело. Но пытаюсь сражаться. Так себе получается, если честно. Усердствую в отдыхе. Ну да, гениальностью не заниматься, что уж поделать, такое уж какое есть. Нет, недания нет. С компаниями недания нет. Недания нет, особенно сейчас недания нет, поэтому выставлять не буду на тему лечения. Так, бессонницей не страдаю. Щедрый, лидер, лояльный. Да, тоже проблема. Не знаю, проблема ли иногда, но иногда надо. Да, не заморачиваюсь деталями, в смысле окружениями, да. То есть я могу упарываться по деталям, но тем, которые детали мне интересны, я на них не обращаю внимания, скажем так. Давайте оптимиста, наверное, уберем, потому что я не оптимист, не пессимист, я реалист. Я вот что вижу, того и отбрасываю. Внимателен, да. Нет, я вместе с тем не забываю про себя. Не эгоист, как раз таки окружение важнее. Острый слух, факт особенно. Видимо, как раз таки было с тем, что в детстве было действительно плохое зрение. Легко засыпаю, но вместе с тем легко просыпаюсь. Хватает буквально шороха какого-то постороннего. Силен и крепок, потому что боевое искусство, легкая атлетика и так далее. Доверчив. Факт. Верю больше, чем надо. Ну и, пожалуй, да. Вот сюда нам нужно добавить еще вот этот вот показатель. Что ж, с показателями с этими мы разобрались. Так, ну, к сожалению, тут еще появилось... Да, значит так. Выбрано практически все, потому что практически всем я этим занимался. Например, вот этикет, приходилось общаться в различных кругах, на улице, в барах. Ну, так уж получилось, что до 11 лет я через это все прошел. Не знаю, как у других было, но у меня вот было так. Учитель, да, люблю обучать. Правда, иногда меня это выносит, но заносит. Перестараюсь иногда. Петь, танцевать, представляться. Да, и это тоже до 18 лет у меня так случился, жизненный опыт был такой, что да, научился стрелять, научился, потому что военное училище у меня было чуть-чуть раньше, чем у остальных, оно училось 15 лет, 15-16 точнее лет, и я уже, когда служил, уже 18 все закончилось. Опять же, потому что я раньше ушел из военного училища. Неважно. Суть в том, что да, умею. Да, умею, но мне говорили, что нельзя. И всегда была с этим проблема. И в смысле, я всегда себя от игры на ставки, на деньги я себя обхожу. Потому что мне сказали, не надо. Вот. Я следую советам того, кто мне рассказал. Сказала мне это мама. Вот, пилотирование, навигация, это все мое. Это все у меня везде в крови. Ну, это уже было по умолчанию, снять нельзя. Это мы умеем. Умели в детстве, как и вот это все. Потому что вот это вот, без вот этого всего, вот этим вот всем заниматься бесполезно. Соответственно, да, проникновение везде проникал, гулял, ходил, где только не ходил. И на очень режимных объектах. Проблем чуть за это не хватило. Боевые искусства, да. Психология, да. Особенно прокачал я ее сейчас, когда у меня жена психолог. Ты понимаешь. Так, учился работать в дайверских костюмах, надеюсь, сойдет за Евросьют. Убеждение
и прочее, это, да. Собственно, точно так же, да, до 18 лет, это вообще лет 14-15 началось. Разработка софта, да. Ну, и золотые руки и жоп, это, естественно, все мое. Но, к сожалению, нельзя сейчас, я сейчас тыкнул, чтобы показать. Получается так, что вынужден взять еще один из навыков, который у меня, ну, я не уверен, что вот, что лучник, ну, я тренировался, конечно, стрелять, но не стрелять душа хороший лучник. Метать тоже, ну, в принципе, нет, давайте сейчас так. Гранаты метал я всегда хорошо. Вот все, да, получается, что да, у меня очень большая пачка навыков, которые, казалось бы, overpowered, но, ребят, я хочу играть так, как я хочу играть за себя, а не за какого-то непонятного удачника и лузера. Так, давайте для порядка сделаем одно приключение, ну, вот сразу, да, сразу приключение, что типа, вот, давайте попробуем рискнуть. Тут у нас, как бы, нам приходит full house, а мужик напротив берет и кладет ключи от своего корабля. Вот. И говорит, давай сыграем. Можно, конечно, технически сказать, не нафиг, потому что мы играем на бабки, да. Можно схватить ключи и побежать под нажимом врага сразу. Можно читерить, скорее всего, тоже будут проблемы на заработанном денег. Ну, чит, это в данном случае не читерить. Чит это обмануть. Можно сбросить все нафиг, а можно рискнуть. Давайте рискнем. Ну и да, где мама говорила не играть, правильно говорила. Мы просрали абсолютно все. Хорошо, что у нас это в задолженности никуда не вписались. Что ж, дальше мы проживем, наверное, нашу жизнь. А давайте еще одну. Все. Рискнем еще раз. Ах, твою ж мать, не хочу рисковать, но придется. Попробуем. И что? Да ладно. Если у вас будет... Короче, это в Миюра интейк-регулятор, это очень такая редкая штука. Ее обычно можно, с обычных кораблей редко можно взять. Обычно на полицейских кораблях используется. Ну, короче, это вершина технологий и компаний. Вот я не буду сильно углубляться в перевод, потому что мой английский, ну, не слишком уж плох, да, я могу понять. Но если я буду сейчас вам все, ребят, переводить, это будет кошмар. Давайте мы просто не будем. Так вот, суть в том, что нам повезло, и мы получили регулятор, мы разобрали по частям. Вот. И да, теперь у нас есть. Все, хватит приключений, теперь мы давайте сделаем так. Немножечко просто покопим денег, потому что ну тут такое себе. Чисто, чтобы к возрасту подогнать, да? Примерно хотя бы. Давайте хотя бы до 40. 36. Давайте еще одно приключение. Ну что ж, попробуем соблазнить. Да, у нас появилась еще пара навыков. Танцы, готовка, которые здесь правильно не используются. Но у нас появилась знакомая, да, с которой у нас все было прекрасно, но она была слишком... Короче, да, это... Короче, юникорн переводится как чудесный кто-то, да. То есть это кто-то из высших кругов. Вот. Она выглядит по-другому. И расплатиться она пыталась долларами. Не долларами, точнее, а юанями. Ну, то есть не тем, чем обычно расплачиваются. Это нечто из ряда вон, да. Но ее как бы приняли. Естественно, потому что это высшие круги. Вот. И у нас все получилось, но потом, ну, собственно, как в высших кругах заведено, выдали замуж за другого из семьи Аютимива. Кстати, Аютимива не говорил. Нет, это у нас корпорация, которая рулит этим астероидом, да, и можно переводиться как «будь сделано». Вот, корпорация «будь сделана». А Зикве, собственно, вот это вот Азикиви станция, Намди Азикиви, он будет похоронен. И, собственно, чем занимается здесь мы хороним корабли, да. Вот. Ну как, перерабатываем. Ладно, давайте поищем корабль.
берем. Ну и как в реальной жизни. Все, мы готовы. Мы готовы. Так, и самый первый объектив, который нам предлагает игра, мы выполнили. Да. В инвентаре у нас, правда, вот такая вот штука есть. Это та самая Миюра. Вот, прекрасная, замечательная. Давайте с тапком в руках пройдемся. Потому что я знаю, что будет дальше, что будет. Итак, нам нужно выполнять типа туториала что-то, да? Я уже проходил, но пройду его для вас специально, чтобы посмотреть, что к чему, да как. Это просто такие миссии, которые не миссии, а черт его знает, что это. Так, теперь мне говорят открыть инвентарь. Окей, открыли. И одеться, говорят. Окей, оделись. Так, а что у меня такая всратая одежда? Так, мне это не нравится. Я хочу это поправить. Ну вот, началось, да? Мое то самое финики, да? Придирчивость к деталям. Вот оно. Кстати, тапки нужны. Нет, тапки нельзя. Ну что, починили? Починили. Теперь выглядит как нормальная шмотка, а не как какой-то нечто. Так, у нас и тут есть туалет, есть тут что попить, да? Нужно только лишь вот, посмотреть на себя можно. Хорошо. О, я захотел кушать. Интересненько. Интересненько. Прям со старта. Ну, это, видимо, последствия этого всего, да, нашего. Так, есть ли тут еда? Еды нет. Есть ти-шерт. Да, полочка. Она уже одна одета. О, есть еще один ти-шерт. Давайте попримеряем их на себя. Посмотрим. Так, меня больше интересует, есть ли тут еда. Еды нет. То есть вода. Точно вода. Рисовое вино. Ну, ок. Рисовое вино, так рисовое вино. Ладно. Что здесь? У нас здесь, естественно, рюкзачок. Надеваем его сразу. Вино сюда. Воду пока. Давайте вот так сделаем. Освобождаем руки, чтобы схватить вот это. Костюм. Подожди, а где? Рэк, откройте обратно. Это вот так. Это вот так. Вот, теперь это вот так. И вот так. Да, перепаковали. Кстати, сюда можно пока засунуть ПДА, чтобы просто место сэкономить. Так, наверное, будет удобнее. И первый выход наш, да, сейчас будет. Так, давайте перепроверю еще раз, что я все корзины перепроверил. Чисто. По-моему, через Ctrl можно было. Нет, через Shift уже было. Нет. Ладно. Через Shift можно туда-сюда перекидывать с инвентарей. Да, все чисто, все вычистили. Ну, окей. Первый выход, здрасте. Дверь на коллект-станцию открывается плавно, и вы встречаете знакомыми ароматами станции. Жареные креветки в карри суя, куриный шашлык в приправе специй яджи, сычуанская говядина с розовыми перчиками. Ваша голова знает, что мясо выращено, скорее всего, в аквапонике. Или выращено в лаборатории, или еще, может быть, хуже, но ваше сердце подсказывает. Во всяком случае, вы надеетесь, что все приготовлено человеческими руками и лучше, чем еда траншей копателей. Почему неплохо? Видимо, какие-то местные сленги, я пока еще не понял, что это значит, но тем не менее, да. Уставшие космонавты ходят между койками, заправочными киосками, разгрузочной площадкой, двигаясь тонкой дымки сигаретного дыма, который является постоянным атрибутом станции. Курильщики, дымы, Сугара Вайс-Ройс, выбор, любимая марка этих, шибрекеров. Надо придумать, как это переводить, шибрекер. Разборщиков кораблей. Ладно, я придумаю. Люди здесь постоянно будут курить их нефильтрованные, вне зависимости от того, сколько раз руководители эти МИВа штрафуют их за перегрузку скраберов СО2, скраберов углекислого газа. Ваш новый корабль вас ждет в порту недалеко от киосков, магазинов металлолома. Как только вы их найдете, вы наконец сможете отстыковаться от этого камня
Если вы хотите разбирать корабли на вторсырье, вам хватит и ручных инструментов, но также вам понадобится сварочный аппарат, чтобы начать переделать и ремонтировать корпуса. В любом случае, если вам повезет, вы наконец сможете начинать зарабатывать на жизнь. Что-то больше, чем спонсируемая корпорациями гонка по разборке кораблей за ежедневную плату жизнь, которую вы можете называть уже своей. И местная, собственно, станция Арктис нас встречает в станции коллег. Ну, здрасте, как говорится. И мы хотим уже покушаться. Угу. Давайте откроем инвентарь. Что-то переделали, кстати говоря. Теперь я не могу сразу такие вещи делать. Так, включаем здесь питание, чтобы получить доступ к вот такой еще не менее важной штукой, как крowbar. То есть также, попробуем кое-что еще провернуть, а именно, давайте взломаем. Ага. Отлично. Это не совсем легально, но и... интересно, я вот нажал один, и он его опять... Поменяли что-то, да? О, чистящие салфеточки нам понадобятся. Мусор. Мусор, на самом деле, тут тоже ценная вещь. Более ценная вещь, чем маленькие механические запчасти. Это нам, по-моему, пригодится. Да, нам это пригодится, потому что мы... Те самые сигареты Вайсрой. Да. Должно быть, правда, 20 штук в пачке, но уже каким-то попользовано. Осталось только 6. Ничего страшного. Там и это сгодится тоже. Так. Ну-ка, давайте сюда еще заглянем. Еще одна футболочка. Еще одна футболочка, еще одна грязная шмоточка. Что у нас здесь по воде? Давайте посмотрим. Подождите, 2. Ага, тут есть пара немножечко воды. Так, здесь... Я, конечно, интересуюсь больше едой. Может, здесь что есть? О, есть еда. Отлично, давайте сразу это дело употребим. Потому что кушать хочется. Так, надеюсь, это была не твоя комната, мужик. Возможно, твоя. Кстати говоря, это не самая лучшая еда, да? Это как раз таки еда траншей копателей. Так, мужик, я просто в туалет зашел, тут было открыто. Мой сломался, извини. Вот у тебя тут мусор, давай-ка мусор мне вычищу. А что это ты устроился? Кадюшник. Ну и тут даже давайте глянем. Да, есть некоторое количество воды, и она нам пригодится. Мужик, да, спокойной ночи, извини. Было открыто, ты почему-то не закрыл дверь. Ладно, избавимся, наверное. Хотя давайте, прежде чем избавляться от шмоточки, давайте-ка эту штуку, нам говорят, нужно ее установить. Давайте сразу установим. Дело нужное, важное. Места нет, да? Ладно, давайте бросим мусор на землю. Еще раз, пожалуйста. Все, сам могет, смотри-ка. Умеет, могет. Установил. В основном для того, чтобы зайти сюда и попросту переодеться. А не для того, чтобы, как обычно должно быть. Да, тут есть важная штука, которая нам нужна, крайне нужна. Давайте сразу все-таки ее возьмем. У меня, по-моему, не будет места в инвентаре, так что нам все равно придется сюда вернуться. Ладно, я хотел посмотреть, что за... у нас тут есть. Из футболочек предлагается. Их все так же не зачинить, да? Да, их все так же не зачинить. Так что это всего лишь один вариант. Какой у нас еще есть вариант? Оно у меня как раз таки здесь разбихано, да? Так, давайте вот так сделаем. Это пока на землю положим. Так, посмотрим, что еще есть у нас. Есть такая бессмертная. Хорошо. Это что у нас? Еще одна брендовая футболка. Так, это я смотрел. И что ж, пожалуй, я вот эту хочу. Это хочу. Она прикольная. Это бессмертная. Я бессмертен. Типа.
Ну, нет, конечно, но в смысле, вы поняли, да, такую отсылочку. Так, эту футболочку оставим, если вдруг у нас совсем захочется что-то получше носить на себе. Вот. Но у нас забит инвентарь. Давайте-ка пойдем немножечко хлам попродаем. О, здесь нормальная еда. Здесь есть нормальная еда. А, это тренчерс, это типа еда, сухпайки, короче, да, местные. Ну, короче, понятно. Не траншеи копатели, а местные сухпайки. Сухпай. Это, видимо, можно местный сленг. Так, ну мы здесь продать мусор. В первую очередь. Также продать всю жидкость, которую мы сейчас найдем. Поэтому не продадим. Так, гигиенические салфетки не продаем. Сигареты не продаем. Пригодятся. Мусор, видите, по чуть-чуть, да, но тем не менее, вот. Так, это мы продаем. Это мне не нравится. Бессмертную оставляем. Бессмертную. Так, в кармашках что у нас еще? Что у нас в карманцах, да? Мы продаем точно так же воду, которая у нас есть сейчас. И, как видите, да, всего лишь. Но это неплохой способ заработать чуть-чуть. Грязные вещи продаем. А эту новенькую футболочку оставляем. Ну, вот как-то так. Как-то так. У нас разгрузится инвентарь сейчас. И нам станет несколько получше, да? Да. Так, теперь давайте-ка полезное все-таки зайдем на свой кораблик. Полезное поскидываем сразу сюда. Так. Что в инвентаре? Здесь, как всегда, пусто. Выросла капуста. Ну что ж, вот он наш прекрасный гадюшник, в котором есть прекрасные, замечательные вещи, которые я бы уже... Ой, елки-палки, какое все плохое. Давайте-ка начнем ценить, чинить. И говорят, да, кнопка X, что типа посмотреть, насколько все плохо и так далее. Вот. Мы можем в любой момент потом, если что, да, посмотреть. Это нам позволяет под курсором видеть, что клавиша X делает. Что в каком... Это может включить клавиша X, и мы можем увидеть, что насколько все плохо, починено или нет. А G это позволяет нам, кстати говоря, клавиша Ground, да, смотреть, что у нас находится по атмосферным состояниям. Вот, в принципе, вот она наша прекрасная, замечательное местечко. А в ином случае, да, кстати, он показывает, что там нет атмосферы, ну, таким вот образом. Так, ну давайте быстренько пробежимся по основным подсистемам. Я сразу хочу починить чуть-чуть. Все не так плохо, но тем не менее оно прослужит дольше, если это чинить. А когда оно сломается, оно будет уже существенно хуже. У нас есть несколько воздушных помп. То есть чисто теоретически... Подожди, стоять, какая дисмантл. Тьфу, блин. Вот это перепрыгивание, честно говоря, номеров туда-сюда очень сильно пугает. Так, еще есть у нас. У нас есть система жизнеобеспечения, как минимум. Это уже круто. Это уже круто. Все не так плохо, как могло быть. Батарейка, конечно, сейчас, кстати, будем чинить, забавная вещь. То есть у нее теряется емкость и... Подождите, раньше было, что это... теперь нет. Теперь заряда количества не меняется. Интересно. А раньше менялось. Раньше чинишь, и емкость как бы ты восстанавливаешь, да, и заряд уменьшался. Я так думал, оказывается, это был какой-то из багов, да, таких серьезных. Так, ну что вот еще такого. Прям я только чисто основу хочу починить. Прям все вычинивать не буду. Хотя, конечно, я привел бы вообще все в порядок. Так, стулья. Ну, давайте, честно говоря, вот столько пассажирских стульев нам не надо. Но, скорее всего, сразу продать их мы не сможем. Но я бы продал, я бы выгрузил это все. Корзина есть у нас. Давайте заглянем в нее. Это такая разгрузочная штука, в которую мы как раз таки засунем вот это. Это важные вещи. И тоже сюда пока закинем. Так, это по карманцам. Батарея пока очень долго на самом деле разряжается, эта батарея, так что я с ним уже даже раз заступил, играл. Ой-ой-ой, как все плохо. Чинить.
Основные вещи починим. Да, ну дальше по квесту пока не пойдем. Так. Пойдет. Пойдет. Надо бы. Так. Плакат разобрать. Спасибо, не надо. Ну, заберем, продадим. Он, скорее всего, стоит будет копейки. О, ты что мигаешь? Не, восстановить. Датчик температуры, термостат. Я бы такой бы, что еще проверил. Дверь, по-моему, в ужасном состоянии. Да, это надо починить. Ну, благо, починка у меня идет быстро. Быстрее, чем у остальных персонажей. Ну, опять же, транспорт. Да, наше сердце, как теперь в этой версии игры. Сердце нашего корабля. В смысле, не за то, что оно будет летать, да, а о том, что он будет вообще опознаваться как корабль. Вот. Иначе, короче, это, скажем так, законность нашего корабля. Что так долго дверь-то чинишь? Алло. Мужик, ты же вроде профи. Видимо, инструменты хреновенькие у него. Ладно, давайте. Все равно в порядок привести надо. Потому что это не дело. Так, так, еще один постер. Давайте заберем его отсюда. Еще один туда же. Так, шлюз. Шлюз должен быть в порядке. Обязательно. Это важно. Это очень-очень важно. Потому что если будет шлюз не в порядке, вы не сможете нормально удерживать за другой корабль, не сможете нормально транспортировать другой корабль. Иногда это будет тоже нужно нам. Вот, поэтому придется немножечко с этим тоже поработать. Так, со шлюзом готово. Готовенько. Ну что ж, и последнее, что нас просили, не так, чтобы нам было бы сильно это нужно, но восстановить нашу станцию, да, навигационную консоль. Ну, давайте построим, починим. Так, хорошо. Теперь нам предлагают использовать новую станцию для того, чтобы полетать, но мы этим заниматься не будем. И вообще нам бы заняться чем-то другим. А бутылочки мы заберем. Попробуем продать их просто так. Посмотрим. Продадим ли. И все, не продадим. Да, они просто нехотибельные. Нехотибельные, нежелабельные. Ну, тогда что, какой у вас есть мусорка? Я знаю. Есть мусорка, в которую нам надо зайти. Так, инвентарь. О! Один мусор меняем на другой мусор. Еще один паяльничек. Прекрасно. И временный фикс, который можно положить на пол и починить. И свеженький, новенький, мы его как бы улучшим. О, механические запчасти еще возьмем. А тут чего? А тут чего? Так, ну вроде как все подразобрали, да, самое важное на станции. Именно, скажем так, легальное. Легальное мы все как бы забрали. Давайте посмотрим на тему не совсем легальных вещей. Например, стулья есть. Мы не будем это делать. Мы можем разобрать все это дело, но есть на самом деле гораздо более простые способы зарабатывать. Так, пока попродаем мусор. Так, мусор. Так, этот мы не будем пока продавать, потому что мы как минимум с него заберем батарейку. Это первое. Во-вторых, мы друг друга должны или починить друг друга. Да, чтобы починить паяльник, нужен другой паяльник. Вот такая вот петрушка. К сожалению, да, бычки продать нельзя, но мы их пропихали в разные места. Все, пойдет. Так. Так.
Так, и что бы я сначала тоже бы сделал бы обязательно на своем корабле, уж поверьте, оно того стоит. Это сделать Factory Reset, то есть сбросить дверь до фабричных значений, чтобы установить новый пин на ней. А именно, давайте-ка, доступ. Вот такой вот пин-код у меня будет. Если что, я смогу закрываться и уже быть уверенным, что ко мне во время моих каких-то действий не подойдет кто-то другой, да, и начнет мешать. Вот, мы сейчас починим еще парочку этих паяльничков. Так, тоже починим. Батарейку из него, пожалуй, вынем. Прекрасная батарея, полная, но мы ее должны будем тоже починить. Отлично. Все, батарейка в хорошем состоянии. Паяльник у нас в хорошем состоянии. Один мы себе оставляем. Второй паяльник. Из него мы достаем батарею. Чиним. Вот. И, наверное, давайте я оставлю еще один паяльник. Просто чтобы чинить другие паяльники. Все. Побудь здесь, короче, на всякий случай. Пускай здесь будет. Так. Эту штуку мы берем с собой. Она нам еще пригодится. Запчасти, кстати, не выложил. Так. Срочную штуку для срочной починки оставим здесь. И да, дверь открыть. И выйти в мир. Что ж, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Да, хватит на сегодня. Пока-пока. Счастья вашему дому. До следующих серий. Понравилось видео? Не будь редиской. Поставь лайк. Оформи подписку. Приключаться дальше по станции и так далее. Мы начнем уже чуть-чуть попозже. Все, пока-пока.